Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии экономика вроде бы вышла из рецессии, но роста мы с вами этого совершенно не чувствуем. Мы читаем в новостях, что компания не расширяется, инвестиции стоят, а зарплаты не догоняют цены в немецких супермаркетах. Фридрих Мерц с трибуны требует быстрых решений для экономики Германии. Урсула фон дер Ляйен продвигает еще новые правила ЕС. И от этого спора сейчас зависит, получит ли Европа тот обещанный рост или застрянет в затяжной паузе. И это еще не все. Сейчас в Германии все больше молодых людей уезжает из малых городов в мегаполисы, а в регионах, соответственно, остаются в основном пенсионеры. Это уже бьет по школам, рынку труда и будущим пенсиям. Поэтому для Германии, Европы и даже всего Евросоюза эта проблема постепенно становится вопросом сохранения многих городов. И еще напоследок, в Германии штрафы все чаще приходят без предупреждения. Например, за парковку, скорость, экологические зоны и формальные нарушения, о которых мы даже не подозреваем. Люди узнают о проблеме, когда письмо уже в почтовом ящике. Почему система контроля в Германии и ЕС становится все более строгой к тем, кто допускает ошибки? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии сейчас сложилась странная и для многих болезненная ситуация. Страна вроде бы вышла из рецессии, но реального экономического роста мы с вами-то не видим. Сегодня экономисты даже говорят об этом прямо, то есть причины для устойчивого подъема пока нет. Так, в 2025 году рост экономики оказался около нуля, а прогнозы на 2026 год колеблются в районе 1%. Но это только прогнозы. Для страны, которая десятилетиями, вы знаете, жила за счет сильной промышленности, автомобилестроения, экспорта и инвестиций, это почти стагнация. Германия, как мы с вами знаем, привыкла расти быстрее, и поэтому нынешняя ситуация в 2026 году воспринимается как несоответствие прежним ожиданиям. Но самое важное происходит в реальной экономике. Немецкие компании не расширяются, они не закрываются массово, но и не вкладывают в будущее. Руководители предприятий все чаще говорят одно и то же. Цитата: «Мы ждем». Ждут от правительства Фридриха Мерца снижения издержек, ясных правил от Урсулы фон дер Ляйен, стабильности в экономике, налогах и торговле. Хочу сразу привести вам пример из Баден-Вюртемберга. Средний семейный завод по производству промышленных деталей еще 5 лет назад планировал расширение цеха и найм новых сотрудников. Сейчас этот проект просто заморожен. Владелец говорит: у меня сегодня заказы нестабильные, энергия дорогая и даже внешние рынки ведут себя непредсказуемо. В такой ситуации он не готов рисковать миллионами евро, даже если, так сказать, экономика чуть-чуть растет. Я вам недавно даже рассказывал, что, например, экспорт, который был мотором Германии, тоже больше не тянет. США вводят тарифы и играют жестко. Китай все чаще продвигает только собственные продукты, а глобальная торговля стала менее предсказуемой. Немецкие автопроизводители, машиностроение, химическая промышленность – все они еще работают, но, как вы понимаете, уже без прежнего запаса уверенности. Сегодня Фридрих Мерц в своих выступлениях регулярно говорит о необходимости вернуть Германии рост инвестиций и конкурентоспособность, однако конкретные результаты пока остаются ограниченными. Также Мерц подчеркивает, что экономика задыхается от бюрократии, высоких налогов и дорогой энергии. Но важно помнить, а кто же сейчас занимает пост канцлера Германии? Кто принимает ключевые экономические решения? Даже сторонники Мерца признают, что быстро развернуть ситуацию не получится. Слишком много проблем накопилось за годы, от инфраструктуры до кадрового голода. Вчера я вам более широко рассказывал за демографическую ситуацию в Германии и уменьшение количества населения впервые за 15 лет. Поэтому этот кадровый голод, кстати, это еще один тормоз роста. В стране не хватает рабочих рук, инженеров, медперсонала, специалистов в IT и промышленности. Компании не могут расширяться, потому что им просто некому работать. А демографическая ситуация только усиливает эту проблему, работников становится меньше, а пенсионеров больше. Сейчас в Евросоюзе Урсула фон дер Ляйен все чаще говорит о конкурентоспособности Европы. Брюссель понимает, что Германия – это опора всей европейской экономики. Если Германия не растет, буксует, соответственно, и весь ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия продвигает программы поддержки промышленности, локального производства и стратегических отраслей. Но мы-то с вами понимаем, что эффект от этих мер растянут во времени и не дает быстрого результата. Мы его даже и не видим. Но, скажем так, обычные люди, мы с вами чувствуем это по-своему. Зарплаты растут медленно, а цены быстрее. Пенсионеры и семьи замечают, что денег хватает на меньше, чем раньше. Молодежь все чаще сомневается, стоит ли вообще
связывать будущее с Германией, а предприниматели осторожничают. Вот вам хороший пример. Небольшой стартап из Северного Рейна-Вестфалии. Компания разрабатывает программное обеспечение для логистики, могла бы быстро расти, но основатель говорит, клиенты не готовы к масштабным контрактам, потому что сами не уверены в завтрашнем дне. В итоге рост есть, но в разы медленнее, чем планировалось. Специалисты и экономисты сегодня сходятся в одном. Германия сейчас не снижается, но и не демонстрирует заметного роста. Такое состояние может быть проблемным, потому что создает ощущение якобы стабильности при замедлении развития. Поэтому разговоры о том, что Германия стремится к росту, фактически отражают признание экономических трудностей со стороны правительства Мерса. Страна вроде бы хочет двигаться вперед, но пока не видит за счет именно чего. И такое ощущение неопределенности сегодня разделяют и бизнес, и работники, и мы с вами, и даже сами политики от Берлина до того же Брюсселя. Следующая новость одна из самых важных и частично продолжение предыдущей. Сегодня в Германии демографические изменения все отчетливее проявляются в жизни разных городов. В последние годы молодежь все чаще уезжает из малых и средних городов в крупные мегаполисы, например, Берлин, Мюнхен, Гамбург и Кёльн. Сделаю уточнение, что это происходит на фоне общего старения населения и сокращения числа молодых людей. И сейчас очень важно, по данным статистики, доля людей внимания в возрасте до 30 лет в Германии продолжает снижаться. Также одновременно усиливается внутренняя миграция, люди приезжают туда, где есть университеты, рабочие места и перспективы карьерного роста. В небольших городах и сельских районах таких возможностей, как вы понимаете, нет, поэтому именно они постепенно теряют молодое население. Такая ситуация сразу влияет на несколько сфер. В малых городах сокращается число детей, из-за чего закрываются детские сады и школы. Соответственно, муниципалитеты теряют налоговые поступления. Инфраструктура, рассчитанная на большее население, становится вообще избыточной. При этом в мегаполисах возникает противоположная проблема, то есть нехватка жилья, рост арендных цен и перегрузка транспорта и социальных служб. Также хотел бы выделить отдельно тему – это рынок труда и пенсий. Когда молодые люди концентрируются в нескольких крупных городах, в регионах усиливается дефицит кадров, особенно в промышленности, уходе за пожилыми и коммунальных службах. Одновременно растет доля пожилых людей, пенсионеров, что увеличивает нагрузку на пенсионную систему и социальные бюджеты. Хочу сразу напомнить, что исторически Германия уже сталкивалась с подобными процессами. Помните, после объединения страны, когда восточные земли потеряли значительную часть молодежи, сейчас похожая ситуация постепенно распространяется и на другие регионы. Если сегодня такая тенденция сохранится, разрыв между растущими мегаполисами и пустеющими городами будет только увеличиваться, напрямую влияя на те же школы, работу, ну и, конечно же, на качество жизни в Германии. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас в Германии штрафы часто приходят без предупреждения и без возможности что-либо объяснить задним числом. Для многих это воспринимается как несправедливость, однако это является следствием устройства немецкой системы контроля и ответственности. Вроде бы все происходит по правилам, но получается так, что на практике люди узнают о нарушении уже постфактум, когда письмо со штрафом лежит в почтовом ящике. Самая, наверное, распространенная история – это парковка. Человек ставит машину возле дома или магазина, ориентируясь на опыт и здравый смысл. Знак есть, но табличка с часами и днями недели очень мелкая. Контролер не обязан никого искать или предупреждать, он просто фиксирует номер, делает фото и штраф считается оформленным. Даже если вы, как водитель, вернулись через 2 минуты, это уже ничего не меняет, то есть деньги считаются законно начисленными. Похожая ситуация и со скоростью. В Германии не принято заранее предупреждать о камерах. Они стоят стационарно, работают автоматически и фиксируют даже минимальное превышение. Человек может ехать по знакомой ему дороге, например, не заметить новые ограничения 30 вместо 50 и через несколько недель получить письмо. Часто водители говорят, что ехали, скажем так, как всегда, но с точки зрения закона вы же понимаете, что это не аргумент. Ограничение было, камера сработала, штраф вступил в силу. И хотел бы еще сказать об отдельной истории. Это формальные нарушения, о которых многие даже не думают. Например, въезд в экологическую зону без наклейки на стекле. Никаких абсолютно шлагбаумов, никаких предупреждений. Камера просто фиксирует номер или тот же просроченный техосмотр. Вроде бы ваша машина просто стоит, никуда не едет, но данные автоматически сверяются и штраф приходит по почте. Соответственно, человек узнает о проблеме, когда уже должен платить. Исторически такая система формировалась десятилетиями,
Германия сознательно ушла от устных предупреждений и того человеческого фактора. Ставка была сделана на автоматизацию, документы и равное применение закона. На этом пока все. Спасибо за просмотр.